Я вижу, что ты тут. Сегодня без водки. Сегодня вебка у нас не работает. Чувак, ты куда долбоёб, что ли? Куда ты поехал-то? Я вам короче, блядь. А что ты хочешь нового? Работал тут, блядь, считай, 3 дня, да. Сегодня опять вызывали, там, надолго надо было. По работе, завтра опять на 2 суток ухожу. А, это, блядь, гараж. Что, смотрю, все-таки получил модерку, да, у этого Ухомки. Ой, блядь. А, дальше. Что у нас тут есть? 29 тысяч, да? Доехать 1000 километров. Это миллион уходит. Баки надо зарабатывать. Едешь, как ты стоишь там? Ладно, я проеду, как ты приезжаешь. А, тут светофоре стоишь, блядь. Красавчик, красавчик, блядь. Да, заебись. Да, дружище, ты там походу спишь нахуй.
В танки-то играешь, Илюха? Как где проходят? Танки. Накачался на 6-го. Блин, надо на колонку заехать, заправиться. Поставлю. Конечно, играет у кого 400 тысяч серы, еще надо. Блять. Если есть прем, кам. Если есть прем возьми и захуярь. На часик и накопишь. Так, нужно на Твиче хотел зайти. Поменять там эту, блядь. Твиче хотел зайти. У нас стоит же, что менять там эту, блядь. Все, ничего менять не надо. Все, заебок. Сейчас радио включим. Слушай, что у нас есть FM говорят. И я считаю, что это давай. Действительно исторический век. Говорит, а вот тут посмотрите, нам приходится за это платить. Ну а как вы думаете? За все приходится платить, а за независимость надо платить. А давайте как бы отдадимся кому-нибудь. Сейчас жизнь такая, надо за все платить, ничего бесплатно. Такая, знаете, такая парадоксская логика. Это та логика, которая сегодня развивается на Украине. А давайте продадимся, значит, НАТО с Евросоюзом. Они все за нас будут делать, они нам, так сказать, будут давать денег, а мы будем жить и, так сказать, припеваючи быть инструментом их политики. Но вот Россия не была бы Россией, и вообще ее бы не было, если бы подобная постановка вопроса, она бы доминировала в историческом сознании. Надо здесь четко понимать, надо все-таки отделять, ну, как это взгляд обывателя, которому там сегодня вот ботинки жмут, так сказать, завтра это, значит, солнце на голову напекло, или наоборот, как бы сопли потекли. Вот. А от исторического процесса. Исторический процесс всегда, он такой очень непростой. Назовите мне время, когда вообще не было издержек. Вот я знаю, что советские, так сказать, такие патриоты все восхищаются сталинской индустриализацией. Ну, я вас умоляю. Ну, это, знаете, восхищаются они сейчас. Сталинская индустриализация далась такими усилиями и такими жертвами, что я думаю, что вот 99% тех, кто сегодня ею восхищаются, на самом деле, сегодня им скажи вот такие жертвы пойти, они не смогут. Да? Любые другие усилия, да, в нашей истории, вот любые другие победы и успехи, возьмите их и посмотрите, да, что они вот так вот шли как по маслу. Почему на самом деле феномен Крыма интересен? Потому что на самом деле, с точки зрения крови, пролитой человеческой жизни, это действительно абсолютно чистая операция. Сука, по новостям отдельного ничего не скажем, блядь. Все политика, Крым, Украина, блядь.
Совета Крыма, значит, в Симферополе. И еще 2 человека потом были убиты чуть позже неизвестными снайперами. Насколько я понимаю, это люди, как бы, которые из Киева приехали диверсантами, да, позднее. Один российский военнослужащий, один украинский военнослужащий. Насколько я понимаю, это была тоже попытка, так сказать, создать конфликтную ситуацию и спровоцировать пролитие крови. Вот такие дела. Русик. В целом, да, с точки зрения потерь, да, ну, это несопоставимо. Посмотрите в историю любую Крымскую войну. В нашей истории, да, любую войну за Крым, войну, так сказать, любую крымскую операцию, ну, это море крови. Это невероятные потери, потому что на самом деле в Крыму всегда было все очень сложно. Крым очень сложно оборонять. Да, очень сложно оборонять и очень, но одновременно и сложно захватывать, как бы, да, потому что там есть целый ряд специфических особенностей. А в данном случае мы вернули Крым, ну, практически не пролив ни капли крови. Ни капли крови, потому что даже, я говорю, те, так сказать, люди, которые погибли, во-первых, 2 вообще еще до этого погибли в нашей операции, в нашей деньги, слушайте, деньги всегда и будет приходиться тратить деньги. Вот мы тут периодически обсуждаем США, ну, слушайте, они на военный бюджет. Зачем вы на военный бюджет тратите триллион долларов? Зачем вы содержите 850 военных объектов? На вас никто не собирается нападать, да? Ведь Они не смогут ответить по этому. да, нет, должен быть вот эти разговоры, что вот эти же деньги могли бы там тра-та-та. Ну, расскажите это американцам, где там тоже, по-моему, там 50 миллионов живет чертой бедности, там, да, это самое, по-моему, около... Ну, на пособие. На пособие, да, так сказать, да, вот что-то в этом роде. Там... Чего хорошего не говорят? Птицы белые, сердце артиста. Так, ну, идем дальше. Под прицелом судьбы. И пусть пуля летит, медленно, медленно сердце стучит. Бешено, бешено, но не болит. Все своевременно. Твоя пуля летит, медленно, медленно сердце стучит. Бешено, бешено, пуля летит. Все своевременно. Пуля летит. Бешено, бешено. А, нет, медленно, медленно сердце стучит. Бешено, бешено. Это русские песни. Напоить тебя собой, до краев и перейти. Монотонный разговор, мечтать, плыть как Солнышко. если в сумераши мир уже Надо заправиться будет. если бесконечность не пугает. На катиком катится. Если все мираж, мир не наш, все запутано, но есть шанс. Просто ты сохрани. Сука, мне дали двигатель включаешься, на стрелке никак не едет. Перевернуть весь мир внутри тебя. Снова ты сохрани. Знаю, конечно, Майданова. Так вот он из Суворова. И мой отец параллельных классов с ним учился. Бля, заебись ли у нас пробатина. Снова ты сохрани. Но он родом из Суворова, да, а Майданов, он, не знаю, где в Москве или в Питере живет, потому что тут недавно концерт был Майданова в Питере. Мысли ураганами,
продолжают нас нести. Мы тонем океанами. Это Илюха, знаешь, Витьку Стрижанова, да? Вот он из Карелии, как бы, да? Живет в Питере. Майданов. Я в детстве любил ее песню «Время наркотик». А теперь что, сейчас не любишь, а прокатимся с горочки чуть-чуть. Радио «Русские песни». Все будет. А может включат мой канал, слушаешь «Время наркотик». Мне нужен твой голос, твой шепот, твой взгляд. Вернись в мои черничные ночи. Прости, братишка, такие дела. А в нашей песне было только 2 куплета. Мы 3-й не успели сочинить. У меня теперь другие вкусы на музыку. Радио Что ты слушаешь? песни. Какие у тебя любимые песни? Русская музыка. Во, где березы шумят. Позови меня. Вот, Любэ. Расторгую его, например, послушать. Ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Вот лучшие песни наших русских, блядь, Знаю, сбудется наше нету нахуй. Я не признаю вот эти попсы там, блядь, всякие там, блядь. Блядь, чукча, блядь, что вижу, то пою, нахуй. А тут песни, блядь, слышишь, о родине, о России, блядь. Только мимо с тобой мы проехали, напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня, Илюшка по телефону. ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется Да, наше что нам нету, блядь, что я вернусь, я сдержу обещание. Хуй ты котлеты пиздишь, что подождать невозможно, блядь. Русские Терпешь, песни. ждать охота. День за днем. Слушай, дошик.
Привет, Вадима, как дела? Здорово, мистер Шекер. Давно что-то не было тебя. Я не знаю, как быть. Больше так не могу. У кого мне спросить? Ну, слушай, я тут на работу сейчас устроился, как я работал тут сейчас. Как-то некогда было. Ну, слушай, я почистил, вроде бы, бля, лагов не было. Но я как бы сделал, да, это почистил, там кэш игры, там все это через там. Вот. Так, пару раз сыграл в зомби режиме. Сколько лет идете, я схожу с ума по тебе, мой милый, по твоим. У меня в холодильнике один суп, а мать только котлеты делает. И она тебе котлет не дает. Илюха, блядь. Закрутилась рулетка. Моя жизнь казино. Ставлю все, но как метка выпадает зеро. Я раскинула. Тихо, 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 блядь, разошелся. Я себе, блядь, не шваркнул сейчас, а? Но судьба бьется за Чуть его не было, блядь. золотая осень, белая зима. Сколько лет идете, я схожу с ума. Сейчас бы, блядь, кувет бы нам улетел, блядь. По твоим рукам, за тебя, любимый, я все одна. Завтра будет иначе. Я вчера обещала. Слушай, я здесь на железной дороге как-то с разгона летел. Пиздец, меня так швырнуло, блядь. Лучше лишний раз притормозить, проехать спокойненько и дальше поехать. Давай, давай. Выходи. Быстро. Вот. И потом понял, что надо на таких вот железной дороге, вот такие бывают еще на мосту. Проезжаешь там, типа, не лежачие полицейские, а такие какие-то там эти полосы, типа, для стока воды. Вот, на них тоже бывает рули кидают. По тебе, мой милый, по твоим рукам, за тебя, любимый, я все отдам. Типа, здрасте, типа, привет. Слушай русские песни. Сайт в сети интернет www.russongs.ru. Да, я все тоже посмотрел видосы Ангелоса. Даже что-то там, чуть слеза не пробилась. Ну, парнишка. В том году, кстати, ему сегодня годовщина. Вот. Такая нелепая смерть. Упал просто, блядь, нож затылком, блядь, на реку. И все. У меня также дядька убили. Толкнули дядьку, и он упал затылком прямо. И все. От этого никто не застрахован, блядь. Просто слишком поздно. А мне бы голубем улететь далеко в небеса. А мне бы голубем песню Можешь еще раз подробнее очистка ВК? Но бывает ВК, да, не подлагивает, кстати. Это, да, я почистил. Вот, правда, пришлось на ютубе посмотреть, как почистить, да, это кэш игры, там это все, вот. Вроде почистил компьютер, как бы лишнее все такое это. Вот запускал, как бы получше стало, но все равно. Но мне кажется, это либо с оперативки может, либо ПЗ знает, либо видеокарта, короче. Но у меня Radeon RX 550 2 гиговая, она жмет. Вот. А только обычные танки на
максималках. На ультрах пытался, ну, видно, фризит. На максимум ставлю настройки нормально играть. Вот. Для танков, как бы, карточка это нормально. А, все, понял, сейчас делаю. Нахуй я это нашел? Ой, блядь. Сейчас. Так, думаю, нормально, да? Рано или поздно, где-то за туманом. Это почистил, как бы, да, все так. Нормально поиграл вроде бы. Можно играть. Вот я заметил, когда ты один играешь, да, в соло просто. Вот. Когда начинаешь с кем-то вдвоем, либо там, да, кладом играть, уже начинается фризить, короче. Вот, то бишь, блядь. Правда, я еще не пробовал ее запускать без стрима. Кстати. Я все время запускаю со стримом. Вот. Ну, а смысл ее играть без стрима? Согласитесь? Вот. Если чисто так, просто с кем, просто без стрима поиграть, как интересно, блядь. Все, что есть у меня, мой рассвет, жизнь моя, бесконечное притяжение. Я, если только могла, все тебе отдала. Да, бывает этот Целый мир, жаль, что поворотник вообще накаляет. я безоружна быть с тобою. Все, что мне нужно, это чувство, как наваждение, притяжение. Уже видно народу, да. Так. Нету знакомых. Кто играет, там сейчас все на втором еврике играют. А я на втором не хочу играть, там подстав до хера. Просто подставляю по дороге. Вроде едешь, по своей полосе никого не трогаешь. Вот какой-нибудь петушара летит, нахуй. Полной, блядь, мощи, нахуй. Просто тебя в бок таранит, и ты в отбойник, и, короче, полетел кулаком, блядь. Ему-то заебись. Ему там, блядь, пару лямов уже там денег, например, на свою пулю, блядь, отремонтироваться. А мне придется, блядь, мог нахуй раньше, блядь, а. Бля, завтра опять на машине. Двое суток на машине ездить, блядь. А тут 4 сервера всего. Особенно играют второй и третий. Большинство все на втором евросервере сидят. Я вот что не люблю на втором евросервере висеть. Там вообще жестко. Я вот тут 300 человек вообще спокойно катаешься, блядь, никого не трогаешь. Я на третьем. Сейчас на втором там, блядь, около 2000 сейчас человек людей сидят, катают. Ты тоже играешь в нее?
часов. Нет, ну вот через неделю комп. Русские песни. Какой будешь брать себе комп? Ты сборку будешь брать уже полную, готовую? Либо будешь сам собирать? Слышу, как дышишь рядом с Не, ее можно просто скачать, но играть с ботами. То бишь. закрой глаза. А для этой игры 600 рублей, мне кажется, дороговато в Стиме. Я знаю, ты хочешь, но только молчи. И не один раз со мной все повтори. Я знаю, ты хочешь, тебе помогу. Тебя соберу, с собой соберу. А, я буду сам. Так корпус не столь важен какой. Тебе главное начинка, чтобы была, да, там, блядь, как бы, да. Ну хочется, чтобы, да, вот у меня вот обычный, наверное, блядь, корпус 7-8 вроде бы тогда показывал. Тебе мистер тогда. Вторую веб-камеру подключал, показывал свой компьютер. Корпус. Он у меня весь алюминиевый, короче, передок открывается, крышка такая. Вот. Но у меня нету вентилятора, надо два вентилятора на вдув и на выдув поставить. Потому что я начинаю играть, если у меня крышка, пусть у меня бок сетка стоит полностью, да, как бы дышит, но все равно он начинает видяха там, блядь, просто, блядь, такая печка там начинается. Там у меня город из стоять, блин, пропускаешь. Бля, здрасте, поехал до сюда. Блядь. Хорошо. Шангли вот так. Бля, я что-то это на GPS не посмотрел, думал, что мне, блядь, вправо надо уходить, а потом мне перестроился, мне кажется, надо прямо ехать, а не вправо уходить. Вот. Это фигня все. А что ты Intel 3 Core будешь? Вот ты Intel 3, да? Будешь ставить про этот процесс. Я тоже хочу сейчас апгрейдить свой комп. Я вот сейчас видяху свою на продажу выставил. Хочу ее продать. Так, а PUBG какой ты хочешь? В обычный или мобайл играть? Ну, если для мобайла, то да, третий потянет как бы. Я бы лучше на i5 бы собирал бы. Хотя бы i5 какой-то. Там 44 2.0, там.
Я вот не, блядь, вот Тинта вообще охуевший. Ну скинь ее ВКонтакте, ладно? Тинта вообще не охуевшие, они, блядь, цены гнут на свои процы, блядь. Танки большие, там типа оптимизация сделали. Ну вот я в танке-то, конечно, у тебя, если смотря, ну, оперативочки, да, там не меньше 8 гигов и нормальную видяшку, если поставишь, то да, на ультрах можешь. Я вот пытался вчера, вот скачал тоже танки большие, я же тоже играю в них. Вот, ну, правда, я давно не играл в танки большие, вот эти. Вот, там у меня единственный танк есть 8 левела, Супер Перш, мне подарили тогда на днюху, пацанчик. Вот. Ну, за 1200, что ли, его. Прям. Не, ну я хочу вот поиграть, вот большие сейчас вспомнить еще что-то. С кем? Там можно в взводе троем погонять, там просто, то есть по дискорду, там вообще зачетно. Видишь, а мобайл там максимум 2 в этом взводе, как бы это. Оперативку, если да, сразу 16 гигов ставь. Русские песни. Лучшее русское. Потому что сейчас 8 гигабайт это... Опа. Окей, я посмотрю попозже, скинул, хорошо, я вижу, хорошо, но сейчас доеду. Вот. Что, вот у меня 8 стоит, ну и что эти 8, блядь. Ну, у меня еще, видишь, у меня не DDR 3, у меня DDR 2, блядь, это уже минус. Вот. 8 гигов. Даже если я 16 поставлю, 4 банки по 4 гигабайта. Вот. Все равно не то. Вот, хочу на третью платформу, ну, на DDR 3 платформу перейти. Вот. Но если по деньгам все нормально будет, то DDR 4 буду брать. Мать, сначала куплю материнку, оперативки, потом видяшечку, ну потом уже последний уже процессор, либо нет, материнку можно не обязательно там, блядь, сразу покупать, можно процессор и видеокарту купить. Ну, пока процессор взять, этот резан 5-ю. Что, поскольку нормально, спать не хочет. Ну, мне спать он лучше, надо просто. Видяшку вот эту, вот не знаю какая, вот сейчас вышла новая GTX 1660, да, 8-гиговая, вот, новая, ну как ее назвать, типа бюджетная, блядь, видюха,
фортепиано бюджетная 17 тысяч стоит, блядь. Вот. Либо RX 580 взять. И русские песни. RX 580, блин, она ничем не хуже, там, той же GTX 1660. Я ж как бы не собираюсь себе такие сверх игры, которые требовательные. Или хотя бы идти. Это будет больно, но это только на час. Рядом твое плечо. У нас мало времени. Поговорим не о чем. Дома у меня показывает один зритель в чате 8. У меня показывает 2 вообще. Это бывает лаги, ты не обращай внимания. Это бывает такое. У меня в стрим-чате вот, да, показывает, что сейчас типа 2 человека вот. Я устала постоянно что-то скрывать. Ведь я ношу в сердце секрет. Но я никому свой секрет не отдам. Он нашел меня и выхода нет. Это будет боль, но это только началось. Рядом твое плечо. У нас мало времени. Поговорим не о чем. Это грустный рок-н-ролл, 30 лет. И это было не со мной, нет. И я уже ушла, и я не вернусь. Это было А Саня хотел в это большие танки поиграть, а еще настроение сегодня такое вообще, блядь. Завтра еще на работу вечером, блядь, заступать. Так, а мне что, остановка, вот 200 километров, считай, осталось, 213. Я сейчас доеду, груз скину и посмотрю там, что ты мне скинул. Ты меня спросила, что такое мечта, но я предпочитаю молчать. А хотя, возможно, мечта это я, ведь я умею летать. Это будет больно, но это только начать. Ведь рядом твое плечо. У нас мало времени. Помолчи не о чем. Этот грустный рок-н-ролл 40 лет. Ведь это было не со мной, нет. И я уже ушла, и я не вернусь. Это был не рок-н-ролл, а блюз. Этот грустный Салюты, блядь, залетали. Интересно, в честь чего, блядь. это был не рок-н-ролл, а блюз. Это был не рок-н-ролл, а блюз. Бля, включите какую-то музыку нормальную в радио, блядь, а? Русские песни. Радио «Русские песни». Ладно, сейчас здесь остановочку делаю. Километры дорог и люблю в
Что там скинул мне? Русские песни. Только русская музыка. Такое... Сейчас кое-что протестю. Давай протестуй. Дождь, катится дождь, и вода бежит сквозь пальцы. Ну, что же ты ждешь? Это время летних танцев. Все стало другим, синим Кажется, золотым будет прямой эфир с этим фактором, дождь проливных, стал таким простым и скромным. Босиком, только босиком, под июльский гром и под шум прибоя. Босиком, только босиком, танцевать легко, нам вдвоем с тобою. Сеть, тонкая сеть, из хрустальных теплых капель. Петь, хочется петь и лететь за облаками. Плыть, в воздухе плыть, улыбаться и смеяться. Всем снова открыть это время летних танцев. Ну что-то тут тройка какая-то, да? Это вообще понятно. Ой, блядь, все полетел, пиздец. Тренажер, блядь. Ой, босиком, только босиком. Да я уже поехал. А чего? Ой, блядь. Не въебаться, хотелось. Это мне стрим какой-то скинул там на 5 часов, блядь, мне показывает. Дина, плечи болят. Пиздос, я сегодня как, блядь, куртку одевал, видели, блядь. Такое ощущение, что мне, блядь, по плечам, по груди, блядь, хуярили, блядь. Радио «Русские песни». Все будет еще лучше. Да там что-то я так понял, что что-то строить надо, да, что-то там, блядь, какие-то эти конвейеры едут, там что-то он берет, что-то передвигает, что-то там, блядь. Я так взглянул, это...
Теле2. Оптимизацию делал, добавил. Я и на минималку поиграл, скинул тобою согретые мечты. Кто любит, тот знает. Вот там на минуту, может, две. Хера себе там на минуту две, блядь. Там, блядь, целый стрим 5-часовой. Пусть даже мы оба и грешны, только здесь и сейчас. То бишь, ты ВКонтакте писал, разделил напополам и плюс еще и стрим шел, да? Хера. Ой, блядь. Понял. Да, у тебя пополам получается. Нижний у тебя ВКшка, верхний у тебя Twitch. Бля, на телефон, кстати, тоже почистить, блядь. Чтобы помогать, начал, с этого говно накачивать, короче. Домой приезжаю, туда в Карелию, дети, блядь. Папа, дай телефон, блядь. Раскачиваю туда всякого. Всякие фрифайеры, шмайеры. Собачка тоже. Что это за собака? Илюха говорил, у него там питбуль с смесью с носорогом и с выкидышем обезьяны, блядь. Который крекер. Илюха Михеев. Она у меня не кусается, она смертельно засасывает. Это русские песни. Это русские песни. Слушайте русские песни на русском канале. 105,6 FM. Ей часто снится по ночам один и тот же сон. Зима и станции метро, полупустой вагон. Она садится в уголок и достает роман, словно прячется в книжный туман. На миг подняв глаза, она увидит блеск огней, и он сидит напротив, молча улыбаясь ей. Она беспечно улыбается ему в ответ, только сердце опять шепчет нет. Че ты стоишь, проявляешься, мужик? Ну зачем, Открываешь упал. ну зачем? Без того в жизни столько проблем. Пускай лучше сердце не занято будет никем. Но летят словно птицы года, и не встретится им никогда. Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем, ну зачем? Что тут между типа? На 22 тонны, блядь, картофель, блядь, что картошки захотелось, блядь. Она останется и даже не Что бородач стримит? Она уже такая взрослая. Танки или ППГ, наверное. Грез, и не может быть это всерьез. А может и КС снова. Короче, одно из трех что-то он стримит. Либо танки, блядь, либо ППГ, либо КС снова. А он тоже сейчас что-то редко начал скинуть, что это тоже работа. Зачем ты это сделала, нахуй?
жизни было встреч, да только все не то. Она сейчас лишь поняла, увидев тот же сон, что, наверное, это был он. Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько. Бля, вчера футбол смотрел. Зенит, Спартак. Ну, правда, Зенит не у себя играли, они играли с печей. Блядь, 1-1 сыграли. Сначала там на первых минутах они банку пропустили, 5 голов. Ну, сравняли. Нет, были там моменты. Могли. Как не у себя играют, так они, блядь. Русские песни, Русские песни. русские песни. Музыка играет, мы сидим за столом. На танцполе разных девчонок полно. А кто это заходит в шикарном платье, взгляд? И я играю с огнем. Каждый знает, в небольшом городке она звезда набита лав на реке. Белая улыбка, гламура не грамма. А мы зовем ее мама. Эй, мама, иди к нам. Для меня ты number one. Все тебе одно я дам. Эй, мама, иди к нам. Эй, мама, иди к нам. Для меня ты number one. Все тебе одно я дам. Эй, мама, иди к нам. Отлично, отлично. Сколько там? 29 тысяч. Нормально, нормально вообще. Шикарно, шикарно. Уйти без стакана. Блестит, модный браслет, такая красота, дружно ослепли, девочка мечты, звезды померкли, все мы обожаем ее, за нее разливали только до краев, такие как она, приглашают в рекламу, а мы зовем ее мама. Эй, мама, иди к нам, для меня ты number one, все тебе одно я дам. Эй, мама, иди к нам, эй, мама, иди к нам, для меня ты number one, все тебе одно я дам. Эй, мама, иди к нам. Венеция. Блять. Эй, мама, 14 иди тысяч. к нам. Я тебя понял. Слушай, сейчас назови. Окей, хорошо, понял. Иди к нам, для меня Нас ты канал number слушай. one, все Всё нормально. тебе одно я дам. Эй, мама, иди к нам. Эй, мама, иди к нам. На моя налитый без стакана. На моя налитый без стакана. Никита, Никита. Что, туда съездим, там посмотрим, может там еще есть нормальный Эй, мама, иди к нам. Радио. Это 14 тысяч Русские охота песни. возить. Лучшая русская музыка. Что тут у нас? 25 тысяч в Бельгию, да? В Бельгию, в Брюссель. Можно, кстати, в Брюссель, потом в этот. Вот сюда, в Великобританию. Там, блядь, левостороннее движение. Ладно, пусть. Давай возьмемся. Беремся. Да, к этому отношусь. Так, какой-то
Чётенько, вообще чётенько. Нам все-таки по пути, и впереди радости не грусти. А может, нам вместе до старости. Но только Поехали с Богом. если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне на, тогда и ты мне на. Если я тебе больше не нужна, если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне на, тогда и ты мне на. Если я тебе больше не нужна. В чем повезет? Радиатор 9 тонн. Радиатор 9 тонн. Одинокие стрелы летели в мое нежное сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться. Если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне на. Сука, вот эти певицы, блядь, пиздострадальцы, блядь. Если я тебе больше не нужна. Жора, блядь, не трогай мышку, нахуй. Русские песни. День за днем. Да, надо уже покупать свой контейнеровоз, блядь. Прицеп. Жиззатор, блядь. Блядь, короче. Ладно. Рефрижератор, вот. Говоришь, блядь. С разгона, блядь. Кто должен открыться сейчас автоматически? Будем рисковать, нахуй? Ага. Тогда пытался с разгона, короче. Прочитал, он успел открыться, наполовину открылся. Я бы здесь что бы еще добавил бы, вот, если бы, да, там, разработчик игры бы, я бы, блядь, так бы въебал бы еще бы все карты бы поставил, все страны бы, Россия, ну полностью все бы открыли за моды, блядь, покупать моды там ставить, чтобы играть в офлайне, блядь, в Россию съездить, блядь. Вот. Здорово. Вот. Поставил бы разбитие машин, как бы, в реальности. Ударился в машину, да, все, машина в щепки, стекла разбиты, пар нету, блядь. Да тут, блядь, долбишься, машина целая, а у тебя, блядь, урона показывает, блядь, 2%. Ну, это сейчас у меня 2% по счету. Вот. Радость моя, ты права, попросту трачу я слова. Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя. Радость моя, ты права, попросту трачу я слова. Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя. Просто я не понимаю, как мне Не, ну то есть за 70 кусков можно рецепт.
эти грузы возишь такие четкие. Опять узбеки что-то строят на дороге. Слушай русские песни. Сайт в сети интернет www.russongs.ru. Крик осенних птиц, ночной перрон, пустой вагон, чужие взгляды. Мой разбитый сон за горизонт носит стон, тебя нет рядом. Льет холодный дождь, внезапно мы так далеки друг другу стали. Все уже прошло, не верю я, что мы с тобой все потеряли. Где-то в каменном городе плачет душа моя, одиноко плачет, что не вернется. Ты обманул ее так жестоко. День направил свет в мое окно, ночные мысли растворяя. Я опять одна, и может это навсегда, я понимаю. Кто ответит мне, зачем рассвет, Вау. убить свет воспоминаний. Скоро следите. Мы сожгли мосты и так решили мы без лишних обещаний. Где-то в каменном городе плачет душа моя, одиноко плачет, что не вернет тебя. Ты обманул меня. И так решили мы без Ой, понятно. в каменном городе плачет душа моя, Вау, вау, вау. одиноко плачет, что не вернет тебя. Ты обманул ее так жестоко. Где-то в каменном городе плачет душа моя, Готовился. Хуя. что не вернет тебя. Ты обманул ее так жестоко. Где-то в каменном городе плачет душа моя, одиноко плачет, что не вернет тебя. Ты обманул ее так жестоко. Русские песни. Нас не остановят, мы как две ракеты. Летим быстрее всех на скорости света. У нас все хорошо, у нас вечное лето. Хотим вечно еще, ты вечно раздета. Руки сладкие, как сахар, целую каждый миллиметр. Вдыхаю запах, делаю так и все. Ничего больше не надо, танцую танец, но всегда со мной рядом. Я заказываю поездку где-то 1500-2000 минус за штраф. Ехать 90, блядь, прешься медленно, блядь. Едешь больше положенного, блядь.
блядь, 160 евро. Сейчас 25 уровень. Получше можно уже сканер покупать. Еще одну ангар. Для этого надо ангар будет увеличить, расширить. Прицеп нужен. Сгорают как диски, яркие, быстро, громкие, как выстрел. Дыхание чистый, по ночам нам не спится, сливаемся в ритме. Нам не остановиться, она вся горит, от нее ее глаза пламя. Манят и манят, два урагана, торнадо, цунами. Так высоко, словно в нирване, рушим запреты, стираем грани. Касайся ближе своим телом. Просто запомни, я тебя каждый момент. Тебе до меня не было дела. Я тот самый первый гениальный. Что мы не знакомы, формы, словно снова вниз. Что запутать не ведем на сигнал. Хочется на сигнал, хочется отпустить время. Пролетает внезапно, заберу тебя назад. С собой надолго. Генер ТВ, привет. Как дела, как настроение? Слушай русские песни. Слушай русские песни на русском канале 105,6 FM. Я говорю, как дела, как настроение? Что, музыка сильно играет? Ой, это радио, то есть у меня просто в машине радио включено. Я так хочу тебе въебать. Водитель 2, водитель второго класса, блядь, котик. Нормально, нормально. А, все правильно. Что я? Телевизор начитаю. Сделай потише.
весеннее настроение и русские песни. Он был худой и талантливый, а я такой желанный. Он меня боялся, мялся и стеснялся. Чау, 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 чау. Чао, бомбина. Мне нужен домен суперменисты, чтобы не проиграла в теннис, чтобы все имела, чтобы все умела, чтобы вау. Не огорчайтесь, приятели, вы не напрасно потратились. Просто я ищу того, кому хочу влюбиться. Чау, чау, чау. Ведь я же экстравагантная, даю вам прямо с экрана. Но кое для кого-нибудь ничего не а я веселая и нарядная, симпатичная и приятная. Но каждый вечер суперменисты уходит мыслями в теннис. И все, что он умел, он уже имел. Чау, 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 чау. Короче, пес, что талантливый, теперь мой самый-пресамый. И я его боюсь, Чао, и не стою. А я веселая. Да, 180 км осталось, да. Мне приятная. Мне приятная. Здорово, здорово.
чем не виноват. Ты ушла. И в транзисторе бургар, и с тобой снегоокоп, и метель моей постели, бла-бла-бла. Русские песни. Только русская музыка. Погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой. Московское время 21 час. Радио «Русские песни». Я тебя не умею ждать. Я верна измерению иных. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать. Что, едет то в солнце? Мне было бы больно, я знаю насколько. Мне страшно теперь мечтать. Ты любишь осколки, что в них толку? Держи мою руку и рассвет встречай. Держи мою руку, здравствуй утро. Зови свои фото, было в Понятно, короче. так же проще может быть. Я танцую, где полный мрак. Ты уже не умеешь так тишиной заслонить эфир, удивить красотой мир. Я могу быть хороший знак и убить себя просто так. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать. Но если бы снова мне было бы больно, я знаю насколько. Мне страшно теперь мечтать. Ты любишь осколки, что в них толку? Держи мою руку и рассвет встречай. Держи мою руку, здравствуй утро. Зови свои фото, было ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать. Но если бы снова мне было бы больно, я знаю насколько. Мне страшно теперь мечтать. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать.
чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты бой со мной, make some noise, а по факту мы знакомы. А теперь я знаю все, я верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты бой со мной, make some noise, а по факту мы знакомы. А теперь я знаю все. Знаешь, ты кометой пролетаешь над моим окном, подоконником цветами. Незначительно детали, вижу, ты не спишь, окруженной мостами. Ты уснула в кольце рек, а хотела в кольце рук. Между капель дождя посильнее руки сжав, разорвать таких сансар круг. Забери меня куда-то вдаль, подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь, не давай медленно тонуть. Это будет самый лучший дым. Моя музыка полна тобой, мне понятно все до запятой. Я верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты бой со мной, make some noise, а по факту мы знакомы. А теперь я знаю все, я верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются.
радио «Русские песни». Лучшая русская музыка. Привет, Комодор, Илюха, не? А, я думаю, где мой Модор? А, Модор. Да он заходил что-то тут. И потом, говорит, сейчас приду и все, и с концами пропал, говорит, в унитазе засосало его, блядь, смертельно. Сдуло его, блядь. Решил покатать. Хотел в большие танки поиграть сначала, блядь, что-то. Вчера скачал. Челик потом писал, писал ВКонтакте, давай в большие танки в обоих поиграем. Ну давай, вчера скачал, блядь, сегодня его нет. Даже, сука, ВКонтакте заходит, пиздел, блядь. Сервер что показывал Зайдите нахуй с Сайт штрафом. сети интернет www.russongs.ru. Я, блядь, со старым 11 тонн.
Вот челик поехал. Блин, он, сука, так не работает. Значит, онлайн есть. Слушайте русские песни на радио 105. Сука. Чё, в оффлайн перекинул, что ли, блядь? Так должно быть, блядь, такого беспредела, блядь. Давай уже. Меняйся нормально, блядь. Придёшься чуть попозже. Что из-под ног земля съебала. Где ты, моя звезда? Я полетела.
кореша также. Одну сплошную, блядь, пролетел на. Слушай блядь. русские Адвокат, песни. блядь. 4 месяца, нахуй. Падали каштаны в чистые пруды. Вдруг негаданно, нежданно мне навстречу ты. Волосы каштановые, бусы из каштанов, и любовь каштановая с неба на меня упала. Алла, что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь со мной? Сметают дворники листву, мое лето и каштаны, и мою мечту. Волосы каштановые, бусы из каштанов. Мне с тобой каштановая было хорошо, но мало. Алла, что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь, падла? Что ты делаешь, падла? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь со мной?
Весеннее настроение и русские песни. Новое видео на канале Белофи.ком. Не твоя история, и давно в неволе я у своей любви. Я тебя прошу, ты больше не держи, ты пальцы разожми свои, отпусти мою любовь. Летим мы к разным берегам, что осталось нам с тобой. Лишь боль и отпусти мою любовь. Разбился мир напополам, что осталось нам с тобой. Лишь боль. Ты не моя вселенная, я уже не пленная. Прощай. Ты так любил неистово, нету больше смысла мне. Ты знай, так и знай, я тебя прошу, ты больше не держи, пальцы разожми свои, ты отпусти мою любовь. Летим мы к разным берегам, что осталось нам с тобой. Лишь боль.
Песни. Страшные слова кидаем зря, но ты не права, не прав я. Ждет тебя весь мир, и хорошо. Что же можем мы сказать еще? Знаешь, ты ни при чем, так было надо. Ты вспоминай меня добром, и ладно. Если идет сердцу прохладно, значит так надо. А знаешь, ты ни при чем, я не тоскую. Время пришло найти любовь другую, и сердце мое больше не спросит, кто кого бросил. Все прошло, зачем теперь искать, кто кого любил, когда и как. Прошлого проявлен негатив. Сейчас я перезайду. Что у меня онлайн не пропал. Да, Илюха, я тебя слушаю.
свидания. Не устал. А чё? Надо на прицеп денег заработать, прицеп купить. Завтра мне по 8 на работу, ну, днем с утречка, да. Думаю, танки буду шпилить. Я сейчас груз привезу, попробую большие танки запустить на стриме, как они пойдут. Сейчас я груз отвезу, вместит это такой. Сейчас я скажу. 900 километров. Ну это фигня, это минут 15, за минут 20. И отдельно запущу стрим большие танки. Стрим. Толя заходил, да. Спрашиваю, куда это мой модератор подевался, когда значит он вроде тебя сидит. Ты, давай, это далеко не уходи, сейчас это будешь говорить, что там. Я сейчас большие танки сейчас везу груз. Перезапущу, чисто это. Протестим, короче, как там пойдут они. Мелочи, блядь, в кармане 10 рублей по 50 копеек. Не, завтра с утра, подожди, мне завтра с утра надо съездить за картой банкоматовской. Вот. Потом на работу отвезти реквизиты, куда мне денежку переводили, зарплату мою. Вот. Это где-то... Я сегодня хотел 12 запустить, нихуя, короче, блядь. Блядь, позвонили с работы.
необычный десюнчик. Надо мне будет как-нибудь выходных. Бля, я ебал вроде на тебя усатого смотреть, но пизденку под носом вырастил, бля, да? Фу, блядь. Пушок. Сбривай давай на. Даже не хочу видеть их, нахуй. Потом я ночью спать не буду, блядь, если я увижу их у тебя, нахуй. Пожалей мою нервную систему, блядь, она и так, блядь, шалит, нахуй. В последнее время. А еще, блядь, смотреть на твои усы. Фу, блядь. Не хочу. Даже не вздумай, блядь, фотографировать, отсылать мне, блядь, ВКонтакте, нахуй. Ну чё, у тебя сестра-то разобралась с тобой-то? Чё ты там, блядь, накосячил-то? Что это такие за предъявы были мне с ее стороны? Ты еще, блядь, в трусы щелкните с телефона, нахуй, вышли, блядь. Не, на. Роме отошли, пусть посмотрит, как ты усатый, блядь. Тихо, 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 что ты проебал поворот, нахуй. О, чувак, здорово. Ехать-то будешь или чё? Какой хер? Да, его пропустим вперед, пусть он вперед ее будет. Не собираюсь, с ним Шумахер занимался. Шумахерством. Рома уже там борода висит. А у тебя козлиная бородка, да? И пизденка под носом. Блять. Свое не жалко, хули. Отремонтирую. Произошло списание, сколько там на кредитов списывают? 8644. Блядь, надо загасить, короче. Сейчас приедем, кредит загасить, чтобы купить новую Сканию, блядь. Чё, подожди. Интересно, я даже остановлюсь, чтобы прочитать. Насчет сестры, короче, я пошел гулять. У меня так разрядился телефон, и до меня никто не мог дозвониться. Так сестра и мать подумали, что со мной что-то случилось.
хотели даже в розыск подавать. Ну, сразу-то в розыск не подадут, там в течение суток надо, чтобы сутки прошли. Это по-старому, сейчас я не знаю, или двое суток. Ну, короче, сутки надо, чтобы человек, если сутки нету, уже можно уже тревогу бить. Так она мне, блядь, так написала, как будто, я не знаю, я, блядь, в вашем городе живу, и мы с тобой, блядь, типа в тот день были, короче, блядь. Типа, короче, выкладывай, что-то таким, блядь, короче, выкладывай, с кем он, что он, короче. Вот, с кем трется, с кем общается, там, блядь, короче, с кем он там бухает, блядь, всякое разное, короче, весь такое дознание, короче, допрос, блядь. Я говорю, слушай, я говорю, блядь, я не знаю, я говорю, за 1000 километров от вас живу, блядь. Потом, что ты пизди, не пизди мне, блядь, я себе как грозно, блядь. Я ей потом и написал, даже бы если я знал бы, я бы все равно бы не сказал, говорю, я друзей и знакомых как бы не предаю, не сливаю. Вот. Ну я скриншоте тебе скидывал тогда, там эта переписка была. Не, Борза, она сначала, я понимаю, бы написала привет, там, это, можно у тебя узнать, там, ты не в курсе, там, с кем мой братюня там шивается, может с кем-то что-то говорил, там может что-то там это, блядь. А тут сразу она не только тебе писала, она еще моим одноклассникам писала, блядь. Понятно. Вот. А тут сразу же, блядь, не здрасте, блядь, не это. Фу, вообще. Писал бы чувак, я бы просто написал, иди нахуй. Все, и точка. Даже не стал бы общаться. А так как она девушка и плюс твоя сестра, я не стал ее посылать, писать всякое. Зачем? Я ей спокойно, адекватно отвечал. Я ничего не знаю, не слышу. Откуда я знаю? Я за 1000 километров живу. Вот. А даже если бы знал, бы все равно ничего не сказала. Она... Понятно, значит не скажешь, окей, я узнаю все равно. Вот. Потом что-то я написал, я типа можно вопрос задать, и потом что-то я забыл, какой вопрос хотел задать, она мне знак вопроса прислала, типа. И я, блядь, короче, проигнорил. Не, я понимаю, если бы мы там общались бы, там переписывались, да, как бы там вообще держали, как с тобой, там, знаешь, это все. Она бы мне так написала, еще ладно, как бы, блядь, а тут, блядь, я в шоке от твоей сестры. Лондон. Вероника Михеева. Видишь, значит переживает, значит любят тебя родные. Мама и сестра, раз они кипиш подняли такой, что... А интересно, если бы ты реально бы где-то нажрался бы, пришел бы в хламище, весь в соплях, в блювотине, весь облеванный, без телефона, еще отпизженный, блядь. Еще бы, блядь, половину вещей бы с тебя сняли бы, блядь. Интересно, что бы с тобой мама сделала бы, с сестрой бы, нахуй. Так, включим аварийку, нахуй, чтобы типа вы видели, что я стою. А она приехала в тот же день домой, она начала просто на меня орать. Где ты шляешься, с кем ты шляешься, да вот если тебе заберут у матери
Мне похуй, на тебя будет. В плане заберут. Детский дом? Ну, блядь, потерпи еще 2 годика, и тебя никто никуда не заберет. О, Артем, здоров, привет. Да я не хочу сегодня, я не бритый, и, блядь, я сегодня не без камеры. Завтра? Все будет завтра. Вот, Илюха, ответь, что бы сделала бы сеструха бы с тобой? Ты мне с мамой, блядь, если ты пришел бы весь соплях, облеванный, отпизженный. Телефон бы у тебя сняли бы, курку сняли, блядь. Вот. Не, Артем, реально, что-то не хочу я в свадьбу. Так, чисто. Без вебочки. Сегодня без вебочки. Уж меня простите. Вот. Они бы точно бы тебя в детский дом бы сдали бы, сразу же, блядь. Поставили бы в ПДН на учет по делам несовершеннолетних. Вот. Потом бы, может быть, отправили тебя в ЦВИН, в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Вот. Так, на 2 недельки исправительных работ с тобой. А потом бы пошел по накатанной бы нахуй. Малолетка, после малолетки зона и все. Короче, вот так. Я бы тогда таких пиздюлей получил, чтобы я сам хотел бы убежать из дома. Я бы представляю бы, блядь. Не, что-то не, жестят, да что жестят они? У меня были такие бзики. Что, ты из дома уходил? Убегал, да? Я самое большое дома не ночевал, это 12 дней. Не, ну правда знали, где я, ну я не стал травмировать нервную систему мамы, там, блядь, и всех остальных. Я позвонил, сказал, сначала на меня наорали, вот. Я свалил с дома. У кореша напротив дома. У меня 3А, у него 5А. А говорил, что всем куда-то на дачу уехал, короче. Там у друга на даче, которого они не знают, тоже обзванивали всех. Обходили, даже к нему заходили, у кого я был, блядь. Я сидел в другой комнате, в компьютер, блядь. В компьютере лазил, а они, блядь. Ты Виктора не видел? Ну нет, уже давно не видел, там, блядь. Олег говорит. А что случилось? Да вот с дома ушел уже, блядь, неделю нету. Не объявится, ну, в полицию, блядь. А еще тогда милиция была. Милицию объявим, блядь. Ну тогда мне тоже не было еще даже 16 годов, еще где-то 14, ближе 15. Вот. Может уже и дальний включить, то нихуя не видно, блядь. Как я тогда еду так, блядь, с этим не... И на повороте, блядь, вылетаю, сука, и фура стоит нахуй. И, блядь, ничего у меня не горело, короче. Благо увернулся, нахуй. Вот как сейчас вот так вхожу в поворот, и она стоит, блядь. Я ехал с ближним светом, блядь. Тут-то хоть посветлее, что поля, где-то по лесу так. Я собирался убежать из дома к бабушке в деревню, ну, поскольку у меня сейчас мать, да, и тогда не общалась с бабушкой, поэтому меня не пустили к ней. Вот оно что. Короче, я понял, ты кайфуешь, когда сестры нету дома, да? Когда сестра приезжает, у тебя настроение падает, и она, короче, там пиздец, да? Короче, ставит из себя, блядь. Главное. У меня есть был старший брат, но год старше меня. Ему сейчас 32, сейчас будет 33, 22 июня. Вот. Он тоже там пытался, но видишь, как бы братья, я говорю, ты нахуй, понял, Андрюша, блядь. И все.
Я как бы старшего брата вообще в не ставил. Так же, как и он, я в не ставил, вообще не помню. Пытался там что-то там показать свое я. Я говорю, не, ну, чувак. Я по твоим законам жить не буду, блядь. А сколько твоей сестре годов? 19-20? Когда она приезжает, я стараюсь ей на глаза не попадаться. Да, бля, не повезло тебе. Тебе, короче, надо сейчас отучиться. Сколько там? А, дальше надо. 11 классов будешь заканчивать. Так бы мог бы закончить 9 классов, потом в училище поступить, где там. Чувак, ты чё? А, он въебался, блядь. Давай, приезжай. Вот. Да ты чё, блядь? Ты реально, что ли? Долбоёб. Блядь, вот мне бесит такие пидорасы подстава. Она когда приезжает, мне все время говорит, что меня нашли в вольере с обезьянами. С обезьянами, я кидался в них какашками, они меня из жалости забрали. А ты что-нибудь тоже придумай, скажи, а тебя вообще, блядь, подкинули, блядь, цыганина. Посмотри на ее реакцию, что она сделает. Да? Как она отреагирует на это, раз тебя в вольере нашли, да? С обезьянами, скажи, а тебя цыгане подкинули нахуй. Вот я что начал-то, ты это куда-нибудь в училище поступи, где общага есть, и все. А лучше езжай в Питер учиться. Куда-нибудь военный, блядь, этот, кафедру куда-нибудь. На военный факультет, нахуй. Кстати, у меня тут рядышком вообще, я же живу в центре Питера, и у меня рядышком тут эти, считайте, военные училища всякие, блядь, артиллерийские, минометные, блядь, всякие разные. Так, у вас в Суворове, что там? Ловить. На окраине города. У вас же есть там какие-то училища, как, вот, училища, где с общежитием.
Я бы так и сделал бы, блядь. Ну, даже если до 11 классов бы доучился, и куда-нибудь там нахуй в военную кафедру бы поступил бы, и все бы нахуй. Там бы тебе и армия сразу прошел бы, и все. Ну, как бы ты в армию не пошел бы, до военной кафедры бы все прошел бы. Кто в полицию идет, кто служить. Вот, училище. У них уже автоматом армия уже рисуется. То бишь ты, блядь. Ты там 2-3 года хуярил, все, ты там вышел уже в звание, и все, нахуй, какая нахуй тебе армия, блядь. Я сам дурак в свое время, блядь, тупанул, надо было до 11 учиться и пиздюхать куда-нибудь, блядь, Суворовская, либо куда-нибудь нахуй. А сейчас уже, блядь, 31 год задницы, уже понимаешь, блядь, уже более все уже училище есть, но есть одна проблема, это училище находится через дом. Мне кажется, что меня просто мать туда в общагу не отпустят. Не, ну общага предоставляется иногородним, кто с деревень, вот, блядь, у вас же есть там поселки, деревни, там, да, вот, с таких, кто там более 10 или 20 километров, если проживает, то уже там, блядь, предоставляется, я не знаю, как у вас, вот. Ну что ты вот сейчас отучишься, да, пойдешь там, блядь, какого-нибудь слесаря, блядь, который нахуй он не нужен, блядь. Если у тебя душа лежит к технике, то да, еще можешь там что-нибудь там, блядь, отучился. Шел какой-нибудь в автосервис, либо в автосалон, блядь. Особенно в какой-нибудь в автосалон, блядь, если ты вообще в технике шаришь, все, так тебя с руками, ногами возьмут, блядь. Вот в Питере в автосалоны берут, блядь. Хоть ты, блядь, 5 классами, блядь, и никакого образования, и ты даже если не шаришь в машинах, то тебя научат, блядь. Вот. Электриком пойдешь, ну, тоже хороший электрик, он должен тоже квалифицированный, блядь, электрик, он тоже везде нужен. Ну, не все бывают, могут стать квалифицированными, хорошими специалистами. Те же слесарь, сантехник, который, блядь, трубы чинит, то же самое. А их, блядь, этих электриков, слесарей, блядь, как грязи. Вот. Так же, как я в свое время отучился на строительном. Я пойду на слесаря, буду копить деньги на машину, сдам на права и по 200 км я поеду к тебе. А, ну это когда будет, блядь? Я на пенсию выйду уже, блядь. Можешь в армию сходить, если по состоянию здоровья годен, на год. Вдруг тебя там зацепит в армии, контракт подпишешь на 3 года. Вот. Сейчас, вот раньше было, кто 2 года служил, да, они контракт подписывают по полгода. Вот, полгода отслужили, подписали контракт. И вот эти 1,5 года срочки, они уже минусуются с контракта 3-летнего. То бишь, если 3 года, вот ты подписал на 3 года, то бишь уже минус полгода уже с контракта, то бишь 2,5 года ты контракт служишь. Вот. А сейчас пошли такие законы, что еще когда я служил в 2010-м, я тоже хотел контракт подписать на 3 года. Вот, я полгода отслужил, звоннику говорю, что вот, товарищ лейтенант, давайте контракт, потому что в городе у нас ловить нех. Вот, бля, у меня бабушка в деревне, машина стоит, так что через лет 5 меня жди, блядь, ждать. Понятно, то бишь мне будет 36 лет, 36-37, Илюша, блядь, приедет в гости, нахуй.
на машине. Вот. Поехали подписывать в штаб бригады, блядь, контракт. Приходим к генерал-майору Косторнов, еще помню, блядь. Вот, блядь, что. И он такой говорит, блядь, солдат, вышел закон. Год отслужишь, подписываешь контракт. И у меня весь хуй упал контракт был. А было такое желание сразу подписать. Думал, блядь, все, нахуй. В какой должности я был в армии, как бы, блядь. Сержант ЗКВ, блядь, его, как бы, да. Второй человек, взводника, после взводника. Вот. Взводника нету, я взводом рулю, блядь. Что хочу, то делаю, блядь. Вот. Как бы, блядь. И не стал подписывать контракт, отслужил год и съебал на дембель, блядь. А потом где-то дома, года 2, наверное, прошло. Потом я понял, блядь, что большую ошибку сделал, что не подписал контракт. Я не остался в армии, блядь. Сейчас я посчитал, я бы сейчас уже 3-й контракт бы ну, уже к сроку подошел бы. Ой, 2-й контракт, потому что сейчас у нас 2019, это 3 года. 1-й, 2-й 3. А нет, там больше идет. Там 1-й 3 года, потом 2-й, я не помню, 5 что ли лет. 5 лет подписываешь. Ну да, 2-й бы контракт бы уже подходил бы к концу был. Может даже там каким-нибудь офицером был бы, нахуй. Ну, офицером бы не был, но прапорщиком бы точно был. Потому что, блядь. Я заглушу уже. Вот. Армия сейчас она вся на... Это государственное, то бишь, блядь. Ты всегда сытый, одетый. И койко-место тебе будет, блядь. Еще военную ипотеку взял, купил хату себе, нашел себе телку, нахуй, трахнул ее, родил ребенка. Ну, родили ребенка, блядь, и все. Ты живешь припевающий, блядь. Пенсия, блядь. Льготы всякие. Так что я хуй знает, подумай насчет слесаря еще раз. Нужен ли он тебе или не нужен. Ты можешь не обязательно учиться на слесаря, чтобы накопить себе на машину, блядь, и сдать на права, блядь. Алиса, скажи мне, сколько от Санкт-Петербурга будет километров до Суворова? Не знаю, что за место такое. Санкт-Петербург будет километры. Попробуйте указать другую точку. От Санкт-Петербурга до Суворова. Прикинула разные маршруты. Ты ее... Алиса, ты дура? Обидеть бота может каждый. Сколько будет километров от Санкт-Петербурга до города Суворова? Дорога на машине займет 11 часов 33 минуты. 901 километр на машине. Это путь от Санкт-Петербурга до Суворова. Понял? 11 часов ехать до Суворова. Все сам слышал, надеюсь. Даже еще. Алиса, сколько будет километров от Санкт-Петербурга до города Суворова?
Можно добраться за 11 часов 34 минуты на машине. 901 километр на машине. Это путь от Санкт-Петербурга до Суворова. Спасибо, Алиса. Доброе слово и боту приятно. Короче, до тебя, от тебя до меня или от меня до тебя 900 километров. То бишь 11 часов 34 минуты на машине ехать. Но это то же самое, как вот я ездил от Санкт-Петербурга до Москвы. Ну, мы на фуре ехали, а фура, она же медленнее едет, чем обычно легковая машина. Вот. Мы добирались, я вот это сопровождение работал, мы в Крешино ездили. 11 часов занимала дорога на фуре. Ну, это вместе с стоянкой. Вот. Как бы вот так. Сейчас мы еще спросим Алису кое-что. Алиса, сколько стоит билет от Санкт-Петербурга до города Суворова? Давайте поищем. Сейчас посмотрим. Сколько у нас билет стоит до Суворова, Санкт-Петербурга? Где-то рубля 3, да? Не, подожди, давай сейчас стану. Поставлю паузу, чтобы меня не забанили. Так, мне даже интересно. Пыть яхт, Санкт-Петербург. Талица. Какой нахуй Талица, блядь? Хуялица нахуй. Суворов. Нормально, вся машина в энергетиках, а я где-то в 5 утра выезжать должен. Суворовская. Что Суворовская? Как правильно город называется у тебя? Суворов или Суворовская? Так, эту хуйню мне тут задает. Ну-ка, автобус. Суворов, но там может быть Суворовский район. Но он мне выдает Суворовский, да. Сейчас мы попробуем. Откуда? Санкт-Петербург. Росваль. Какой нахуй Росваль, блядь? Суворов. А вот, Тульская область, да? Суворов. Тульская область. Возьмем, например, 19 марта. Один взрослый билет. Ищем. О, город. А, блядь, тут и нету такие. Это только надо город Суворов, Москва, Суворов. То бишь от Москвы до Суворов 749 рублей стоит билет. То бишь КС с Питера до Москвы на автобусе 1000, да, и от Москвы до Суворов 740. Короче, косарь 800. Ну пусть плюс там маршрутки, хуютки, это все, короче, 2 косаря.
дорога туда только. Вот. Видишь, а таких рейсов нету в Санкт-Петербург, только с Москвы. Все с Москвы едут, все с Москвы, все дороги ведут от Москвы, блядь. Вот, а с Суворова до Москвы 770 рублей, блядь. Ха-ха, блядь. Калуга, блядь. А, блядь, Калуга рядом, походу. Раз билет 220 рублей стоит, и Тула 234 рубля, блядь. Минск. С Минска до Санкт-Петербурга 1000, это нахуй на Минск. Так. Хельсинки, Финка. Косарь 63. Минск 1172. Таллин 980. Рига 2142 рубля. Понятно, короче. Короче, билет обойдется. А, это подожди, это хуета, это я не там смотрю вообще, блядь. И же этот, как его, сайт-то. А, блядь, как он называется-то? Тутуру, блядь, или как он там? Да, Тутуру. Вот. ЖД билеты, да? Билеты. Купить ЖД билет на поезд Тутуру, блядь. Суворовская, да? Нет, такого ЖД нету, тут только автобусы, да? Билеты на автобус. Вот, откуда? Отсюда, Санкт-Петербург. Да? Куда? Дата. Ну, блядь, сегодня у нас 18, 19, 20, пусть 20 число, да? Ищем билетик. К сожалению, мы не нашли билеты на автобус Санкт-Петербург, Суворов. Значит, Москва. Понятно. Москов. Я вам еще долго, что там дохуя билетов, что ли? Суворовский проспект, ветер северный. Короче, вот. Выезжаешь, получается, если Москва Суворов, да, да ну на какие? Это автобус. 4 часа 29 минут с Москвы. $790 рублей. Осталось 9 мест. Илюха, осталось 9 мест, нахуй, короче. Короче, от Москвы до тебя 8 соток билет стоит. Вот. 8 соток стоит билет. Короче, Косарь с Питера до Москвы и с Москвы до Суворова 1800, да? 1800 туда, 1800 обратно. Это у нас 3600. 8400 рублей мы докинем, там я говорю, что маршрутки, да, короче, 4 косаря билеты только туда-обратно, да. Ну, учитывая метро, и всякие разные эти пересадки. Вот. 4 КС. Плюс, чтобы там потусить хотя бы пару дней, это, блядь, снять хостел какой-нибудь, блядь, самый обычный клоповник. Рублей 500, наверное, да, стоит будет у вас. Ну, вот.
косарь. Допустим, косарь. 2 косаря. Уже итого 4 косаря. Ой, 5 косарей. Вот. Плюс хавчик. Ну ты же не будешь там, блядь, бишь пакетов питаться, правильно? Ну, бишь еще сверху косаря 2-3, чтобы там, блядь, поесть нормальной человеческой пищи. Вот, типа Бургер Кинга, KFC, Макдональдса, да? Вот. Ну, блядь, рублей 7-8, блядь. Короче, десятку с собой брать надо, все нахуй. Короче, десятку берешь и едешь на пару дней, блядь. Фак, блядь, досмотрелся на телефон, пизду, Илюха, я сейчас приеду и посмотрю, блядь. Уже ущерба, блядь, 6%, нахуй, 1% этого сзади шаланда. Не очко обычно, так 11 тус. Тоби видео отправил, смотри. Да я, блядь, сейчас я приеду, посмотрю. Я вон уже уебался, пока, блядь, телефон брал, пытался включить, блядь. Короче, 10 рублей надо, блядь, ебать копать, нахуй. Это я еще синьку не учел, блядь. Не посчитал туда, ну. Здорово, парни. По-любому они на 19 канале сидят. Не, я понимаю, если бы Суворов там славился бы чем-то таким ваш, да, там, блядь, ой, что, какие-то достопримечательности такие бы охуевшие были бы, что да, такое. Да, как бы, в обычный город ехать, надо ехать в такие города, где живешь ты? Мясная. Мясная. Адмиралтейский район. Хуёво летит сзади, блядь. Сейчас еще въебется, блядь.
Парни тоже соблюдают правила, блядь. Не поехали на красный, но... А, он направо ушел. Вот. У меня такой район, короче, где я живу, короче, когда идешь к моему дому, да, такое ощущение, как будто, знаешь, это американских фильмов, блядь. Типа такие дома стоят, короче, как бы еще бочек таких не хватает, чтобы там огонь эти негры такие грелись, там бочек такие там. Вот. Вот люди вообще беспардонные в Питере, они мусор выбрасывают, блядь, просто вот в машину садится, пакет ставят, короче, рядом с машиной и поехал, блядь. То бишь вдоль дорог мусор кладут, нахуй, все, кто машина едет, собирает этот мусор, блядь. Как бы это нормально в Питере. Дом 10. Ебать ты, сука, лихач, блядь. Зачем мне остановился? Вот сейчас лобовое столкновение. Мне бы пришлось, сука, потом ехать, блядь, ремонтироваться. Как я это не хочу делать. Мы нахуй эти парковки, блядь. А, отлично. 17,6. 27. Инструктор, блядь, ёпте, что уже инструктор, нахуй. Вот прицеп можно купить, у меня бабок 98 Теслов, да, то бишь. Можно купить 69. Одиночный прицеп полгода, да, 12 метров, 2,40 в ширину, 170, да, составление массы самой 7,60, да, вообще 12. Количество осей 3, подъемных 1, 2.
телки, я в карте хожу по вашей улице, выходи погуляем. Да, сейчас выйду. Да, у меня, в принципе, такая она и есть. Задыбанная. Нахуй мне покупать основном уже все. Она у меня же такая же, блядь. Вот, сейчас я. Вот. Все колеса, все красочки, синие сразу. Не, посередине с колеса даже поворачиваться. Можно вот с 8 уровня сканер задыбать, ее просто такую же сделать, так что ты купишь с 25 уровня за 300 с чем-то тысяч, а купил ее за 125. Включи, блядь. Так, это не то. Знаешь, какие старые дома в Питере, блядь, охуеешь, что с времен, блядь, Сталинградской битвы, Ленинградской стоят. Красивые дома, очень четкие. Да, Сталин очень нравится. Эмблема 8 горит нахуй, все подсветочка, блядь. Сейчас я съезжу в сервис, посмотрим, что еще задыбать можно. Где-то тут видел. Я залез кабину, тихо, не психуй, не ругайся. Лучше в мастерскую съезжу. Сюда мне надо вправо. Чё, ребят, что велосипедисты ездят, блядь, чуваки, спать пора, блядь. Катайтесь, блядь, нахуй. Сейчас посмотрим, что можно еще задыбать, нахуй. Так. По двигателю что? Ой, ёпте, ж могу купить себе уже двигатель нормальный, 29, да? Берем движок. Это мы взяли 720 лошадок. Вот. Ну, шасси у меня уже самые последние.
пятым домом горка. Это бункер. Есть. Прямо за домом у нас. Я бы тебе с окна показал, если бы было просто. Сзади тоже еще менять, все стоит уже. Сука, даже до хипоты не начало. Так, это что у меня козырек? Нахуй мне не нужен на лобовое стекло. Ничего не найдено. Почему? Как мне добавить? Что надо сделать? Что добавить? Шарик этот, блядь. Сейчас сделаем погодь. Сейчас. Сейчас я звук включу. Подожди, Сейчас. Все. Так. Ну, можно ее отсервиснуть чуть-чуть, ее монтировать, чтобы она была. Так, вот покраска. Я вот на эту покраску, блядь, отдал 50 тысяч. Мне второго лучше нравится. Я, ну, в принципе, нужен RAW. Так, даже нет. У тебя же дом 4 или 5-этажный. 5 вроде бы этажей. Что, как цвет такой? Ну, лучше цвет такой или нихуя не лучше? Не, ну только включить потом выглядит, да? Вот, либо делать белым с белым сорвом, да. Вообще четенько, нормальный цвет какой? До этого, чтобы был вот такой с голубизной, либо чисто белый. Вот я на 0 белый. Вообще. V8 сканера. Голубой, да? Ну, у меня тоже как бы вот такое. О.
Можно этот, кстати, смотри, сейчас что можно делать. Купить шаланду, ее также покрасить. Шаланду. Тоже с орлом сделать надо. Тоже такого же цвета. Так, что мне надо? Да, у нас этого же нету, да? Сейчас мы посветлее увидим, сюда под фонари станем. Да, работает. Я сегодня там был в этом магазине. Там, блядь, в магазине цены пиздец дорогие просто. Ну что, еще можно один груз отвезти, и все, на сегодня. Какой-нибудь не такой небольшой и недалекий. 28, это куда у нас? 900, блядь, долго. Не хочу туда. Во, Нидерланды. Что там, блядь? Червончик заработаем сейчас.
Там рядышком моя работа. Офис находится от ткачей. Это мастерская 11. За Дикси. Магазин Дикси есть, и там за Дикси прямо. Да, что мы везем? Миндаль. Нормально, доедем сейчас. И все, на сегодня все стрим. Завтра постараюсь 12 запустить. В танчики поиграть. А рядом что это за забор какой-то? Какой забор? Да вроде нет заборов тут. Одни дома, блядь. Это если ты имеешь в виду между моим домом и соседним домом там какой-то, да? То там не забор, а там это хоть поймешь, что это здание было, там крыша рухнула и одна стенка осталась. То бишь, похоже как. Так сложно будет вообще без. Ты имеешь с подъезда, когда выходишь, либо вообще
Вот напротив, где магазин стоит, с этого входа выходишь, то бишь с арки, да? Либо вообще с подъезда выходишь. Там не забор, там какой-то гараж для этих дворников, какая-то хуета стоит, блядь. Если ты про это имеешь в виду. Теперь 730 лошадок. Машина зверь. Получается так. Так, сколько с нее сейчас можно выжать нахуй? $107, 108, 110. Да, это гараж, да. Типа тут. Потом днем будет, я сфоткаю. 122. Сука, горки, блять. Сколько миндаля там везет, блин, тонн, 17 тонн. Вот и надо тормозить, я прокину сейчас. Мне надо денег побольше нафармить, где-то 1150, чтобы купить этот, как его, блядь, прицеп и покрасить его. Ну, видишь, Санкт-Петербург, он как такой город, да. Конечно, тут много достопримечательностей и всяких разных. Тут фотками он просто увешанный. А у вас что там? Пару улиц, блядь, наверное, да? Приближаются ко мне. А, они вот слева уже. Не, я могу на карте посмотреть. Включить этот через спутник. Типа гибридно этот. Смогу посмотреть просто вот так улица, как бы. А так фотки, да, я не смогу. Там не прям что пару. А сколько? Да ладно. Миллионник есть у вас? Миллион в городе жителей. Сейчас мы у Лисы спросим.
Алиса, скажи, сколько населения в городе Суворов? 17 450 человек. 17 тысяч? Охуеть, даже меньше, чем, блядь, моя комната. У нас в Кондобеге 33 человека. Вот 33 человека, 33 тысячи. Не 33 тысячи, а 38 вместе с поселками, с хуёвками. 17 тысяч? Охуеть, Илюха, где ты живешь, блядь? В 17-тысячном городе. Да. $17 тысяч. 17 тысяч. Алиса, сколько жителей в Санкт-Петербурге? 5 381 736 человек. 5 миллионов 17 тысяч. Алиса, сколько в Кондобеге населения? 30 299 человек. На пизде 8 тысяч померов видно, нахуй. 30 тысяч это в городе, и плюс, ну, 8 тысяч по окраинам где-то будет. Ну, 8, 5. Не, ну, Алиса, может, тоже поселки не посчитала. Хорошо, поселки не посчитала. 17 тысяч, ну, где-то поселки, пусть еще 1005 накинем сверху, да? Вот, 22, ну, округлим 25 тысяч. Вот. Ну, практически как мой город. $5 миллионов, ёбаный в рот. Из них, блядь, 4 миллиона узбеков. Приезжих СНГ, блядь. Таджики, узбеки, киргизы всякие разные. Вот. Не, ну не 4 миллиона, ну миллион полтора точно. В Питере 2 даже, если нужно. А мы сейчас спросим, сколько коренных жителей в Санкт-Петербурге. Алиса, скажи, сколько коренных жителей в Санкт-Петербурге? Найдется все. Найдется все, сука тупая. Алиса, сколько народу живет, которые не коренные жители в Санкт-Петербурге? Еще ответ. Ищи, блядь. Ищи, блядь. И нахуй, ладно, потом я точно ебусь. Бля, покупай мне камеру GoPro, я тебе полностью город сниму. Так, блядь, у тебя iPhone, ёкарный баба, ты что, на телефон iPhone снять не можешь? Ворон 256, салам алейкум. Привет. Привет, Ворон. А как сказать там алейкум салам? Все правильно сказал. Да. Нормально, вот сейчас довожу груз, да, буду заканчивать, сейчас надо мою встречать идти.
телефон быстро разряжается. Ну, это есть у них такое, да. Я не говорю именно про новые модели, а вот старые, начиная с пятюни и кончая там, блядь, 5 SE там, блядь. Особенно на морозе, блядь. Они вообще дохнут быстро. Я просто по приколу так, понятно. Ой, блядь. Сука, на красный прошмыгнул, блядь. У меня была экшн камера, она осталась на старой квартире у тещи. А теща утверждает, что она все выкинула, блядь. Новая экшн камера. Вот. Была. Так. Какую песню? Ворон. Так ты это, как у Илюха, ты у Рому-то спроси, может у него есть как камера. Что у нас тут есть по обычно? Рядышком, вообще рядышком, вообще хоть за 600 баксов. То есть евриков. Блять, далеко нахуй, далеко, блять, далеко. Ну-ка, внешние заказы. 39 тоже далеко нахуй. Что бы не сделать, блядь, эти, ой, нахуй, это маршруты, блядь. Вот, Россию открыть, блядь. Все открыть, вот это, блядь. Чтобы в онлайне можно катать было. А только моды покупаешь, блядь. Чтобы это во всем поиграть, сбросить маршрут. Покупать, ой, покататься в офлайн, блядь. Это не есть гуд. Это что, новые изменения? Как одна ячейка, кем я хочу стать, освободилась, есть новая мечта. У него компьютер нового нет, а у него дядька есть, а ты про камеру говоришь. Понятно все, нахуй. Все понятно, блядь. Покрасить диски, блядь. Шасси, блядь. Это все у меня стоит, нахуй. Трансмиссия, блядь. Банк мне дает 400 тысяч. Нахуй пока их брать. Вот, а сколько у меня в банке-то? Хочу еще. Ну, в принципе, можно погасить их. Вот этот можно погасить. Кредит, да. Пока что. И. С программистом, механиком, либо дальнобойщиком.
Дальнобойщикам надо, блядь, машину иметь свою. Бабки рубить конкретные, а не на дядю Васю работать. Не, ну дальнобойщики они не херово. Вот я когда в сопровождении работал, вот там водил, ехал, у него американец был свой. Вот. Он говорит, что сейчас мы вот с Питера они загрузились и едут типа в Москву отвозить какую-то хуйню. Вот, то бишь денег там 47 тысяч. То бишь 47 тысяч он получил только за то, что он проехал 11 часов. Вот. До этого времени у меня еще куча времени. Лет так 8-9. Все, можно включать нахуй ТС, блядь. Сказал, ты еще на работу, блядь. Сейчас спросим, что там она тоже едет. Короче, смотри, вот он, общага моя, вот она. И получается, вот это уже у нас путяга идет, то есть вот через дом. Виктория магазин, там лимон, бар, всякое. И уже вот он идет выезд. То есть вот эта дорога туда идет. Вот, сейчас немного так пропали секрет, сейчас не скажу. 5. Как же неудобно смотреть, когда наш сложный. Так, сюда. Вот сюда. Точно. Вот. Чё? Запутался, блядь, в своем городе, нахуй. Где-то вот на этих 3 дураках, где пьяный лежал. Тут где-то этот пьяный лежал. Нормально. Быстрее, где ключи от танка, Илья? Где ключи от танка? Отъебите нафиг! Ёшка! Ай, блядь, еще раз.
Что давай загружайся, я не вкусно. Илюх, быстрее, быстрее! Где ключи от танка, Илья? Где ключи от танка? Отъебитесь нафиг! Сестра на тобой, короче, угорает по-страшному, да? Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, молодая с психушкой. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Меня зовут Михеев. И вам надо отсюда. Какие вы красивые. А вы в кого, в маму или в папу, или вы в приемный? Иди нахуй. Ты журналист. Приемный. Журналист. Ты иди в жопу, все. Иди нахуй. Иди вон туда. О, какие мысли. Иди нахуй, смотова. Иди отсюда. Илюха, пиздец, за тобой сестра угорает. Ну ты кто, блин. Понятно все, да. Так, ну что я хотел свежо написать, блядь. Ну что, ты едешь? We're gonna burn it down. Burn it down. We're gonna burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. It's murder. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 I killed it. I killed it. I killed it, it's murder. Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit.
Ташара, блядь. Жора. Кис-кис. Скажи что-нибудь в камеру. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 С 13 по 17 марта случится Бугель-Бугель! Александр Пушной, The Hatters, Мумитроль, Термейтс, рекордный спуск в купальниках, заезд в карнавальных костюмах. Сочи, Роза Хутор. Подробности в официальной группе ВКонтакте vk.com/Бугель-Бугель. Ну скажи что-нибудь. Подай голос. Пойдешь. Сиди на месте, блядь. Скажи, пошли вы нахуй все, да? Trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind. Не, ко мне не пиздуй. I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Жора. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is. Will you be the one to break me out of this? Смущается, вот, смущается. I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something Жора. to believe. Will you promise me? Will you promise me? Вот мой руль. So give me something to believe. Will you promise Дали, me? блядь. Will you promise me? Will you promise me?
These mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire. Now to strike. These mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire. Now to strike. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. Жара.